Здравствуйте, товарищи! Паяльники в руки! Это продолжение карьеры Kerbal Space Program. Во-первых, хочу сказать вам огромное спасибо за 150 подписчиков. Смело ставлю нашей новой целью прекрасное число 200. Если вам нравятся выпуски карьеры, подпишитесь на канал, чтобы не пропустить продолжение. И не забудьте поставить колокольчик, чтобы YouTube не скрывал от вас видосы по несколько дней. Также очень попрошу вас написать любой комментарий под этим видео. Поделитесь вашей самой захватывающей миссией в КСП. Напишите отзыв о качестве видео, перечислите недостатки или же просто выразите пожелание о продолжении карьеры. Сейчас вы наблюдаете провальную миссию по установке Кербонета в окрестности Дюны. Данной ракете не хватило топлива на торможение, да и допустил несколько ошибок с маневрами, потратил лишнюю. Эта ракета несет под обтекателем 3 хороших ретранслятора, которые должны были оказаться на орбите Дюны. Но я подвел космическое агентство и пришлось выкинуть их на орбиту Солнца. К счастью, это не сильно ударит по нашему карману, да и спутники не такие дорогие. Давайте вернемся в космический центр и все-таки поправим ошибки, которые я допустил в этом полете. Ракету я строил за кадром, а мы с вами добавим на нее боковые блоки с топливом и отправимся в полет. Я очень рад, что у нас наконец-то межпланетное путешествие и нужно использовать двигатель Скиф. После того, как вывели ракету на орбиту, можно, не выключая двигатель, продолжать ускорение до орбиты Солнца. Сбрасываем обтекатель и раскрываем солнечные панели, которые мы изучили в предыдущей части. На каждом спутнике есть монотопливные баки, чтобы в случае чего корректировать их орбиту. Теперь, когда мы вышли на орбиту Солнца, я воспользуюсь модулем MacJeb для создания маневра до Дюны. Он автоматически его создает, ускоряет время и выполняет. Полный автопилот. Как видим, MacJeb добился страшной траектории столкновения с планетой, поэтому возьмем правее для выхода на нормальную орбиту. Главное не столкнуться с Айком. Теперь, когда мы оттормозились на орбите Дюны, можно начать распределять спутники по кругу. Везу 3 штуки, чтобы они сформировали треугольник и полностью покрыли пространство вокруг. Это будет не геостационарная орбита, настолько сильно я запариваться не стал. Выкидываем первый спутник, раскрываем солнечные панели на втором и сходим на более низкую орбиту. Делаем несколько оборотов вокруг планеты и снова округляем нашу орбиту. Дистанция появилась, а значит можно сбросить и второй спутник. Также поступаем и с третьим. У нас не получился идеальный треугольник, поэтому двигаем один из спутников при помощи монотопливных двигателей РСУ. Как видим, сигнал проходит, интернет установлен. А вот как выглядит вся сеть нашего Кербонета. По возвращении в космический центр я увидел контракт на целых 800 тысяч. Это огромная сумма. Для выполнения вы должны вывести аппарат с научными модулями на орбиту спутника Евы, Гилли. Сразу же хватаю это задание. Для него нам подойдет эта же ракета, которую мы использовали для полета к Дюне. Только я полностью удаляю один спутник, а на второй добавляю научные модули. Первый спутник я выкину на орбите Евы, а второй буду выводить на орбиту Гилли. Прячем их под обтекатель и отправляемся в полет.
Мимо нас на огромной скорости проносится космический мусор. Процедура абсолютно такая же. Выходим на орбиту Солнца и выделяем Еву нашей целью. Завариваем чай, пока Мехджеб делает за нас всю работу. Он снова построил нам траекторию для столкновения. Смотрим, в какую сторону крутится Гилли, и смещаем орбиту туда же, чтобы не тратить много топлива. Теперь процедура стандартная. Оттормаживаемся в перицентре непревзойденной Евы и сбрасываем первый спутник. Раскрываем солнечные панели на втором и сближаемся с Гилли при помощи Мехджеб. Выходим на ее орбиту. Теперь нужно с минимальными отклонениями выйти на орбиту по заданию. Мехджеб здесь не поможет, но у нас уже есть опыт в таких вещах. Спустя несколько маневров и полного разворота орбиты мне удается выполнить этот контракт. Также провожу научные исследования на спутнике и передаю их на Кербин. Оказалось, энергии аккумуляторов не хватает для этого ретранслятора, но передать данные частями удалось. Выходим в космический центр и любуемся заработанными деньгами. Также я привез обратно науку, и нам хватает на исследование специализированного управления. Большое спасибо за просмотр. Если следите за карьерой, подпишитесь на канал. Буду рад вашей активности и пожеланиям под видео. Хорошего настроения и до встречи!